Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вот такие легкие воздушные елочные шары. Очень красиво будет смотреться на елочке, так как шар полупрозрачный и все лампочки будут видны сквозь него. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится заготовка. У меня она в данном случае диаметр 7 сантиметров. У меня тут стразы разного размера. Чуть позже покажу размеры все. Буду использовать вот такую филигрань. Филигрань у меня идет 80 миллиметров на 35 миллиметров. Так, и сейчас покажу ткань. Ткань у меня вот такая, с цветочками. Это фатин с блестками. И у меня тут есть вот такой свободный край, но мне немного его не хватает. И для этого я убираю вот эти цветочки. Но, конечно, убираю очень аккуратно, потому что они мне пригодятся. И аккуратно, потому что еще не испортить как бы сам фатин. Поэтому я вот так аккуратненько все это дело убираю. Если у вас есть чистый фатин, отлично. У меня его нету, поэтому вот так все аккуратно я все это дело отсюда убираю и освобождаю край. И прежде чем начать работу, нам, конечно же, надо подготовить вешалку. У меня эта лента 3 миллиметра, и я беру 21-22 сантиметра. Складываю вот такой красивой петелькой, одеваю в колпачок и завязываю узелок. Ну вот примерно так, не завязалась. Еще раз. Попытка номер 2. Вот так. Здесь очень важно обработать край узелка, чтобы он был красивый, потому что у нас заготовка просвечивается. И чтобы это дело все у нас красиво смотрелось. Обрезаю по минимуму и, конечно, обжигаю. И сам узелок, чтобы он не распустился. Берем заготовку. И вот одна есть как бы вот такая ровная заготовочка, а у второй есть вот этот припуск. И вот этот припуск мы вот здесь наверху, мы его немного откусим. Вот таким образом. Остальное все оставляем. Теперь вот на этой заготовке, где у нас здесь откусано было, мы берем вешалку и нам надо подклеить узелок. Подклеиваем совсем чуть-чуть. Вот нам надо зацепить этот узел не вот так, иначе у вас просто будет все просвечиваться, а очень вот так аккуратненько вот сюда наносим клей. И просто мы как бы вставляем вот этот узелок туда. И когда мы захлопнем две заготовки, у нас все будет держаться. И вот этот узелок, вот он такой посередине там, и как бы сильно его не будет и видно. Теперь я беру клей, у меня это универсальный клей, и вот на этой заготовке, где у нас впадина внутрь, наносим клей. Не на вот этой, потому что если мы нанесем на эту и затем будем захлопывать, то клей у нас вылезет наружу и может испачкать нам заготовку. Нам этого не надо. Поэтому мы наносим вот именно на вот эту внутреннюю часть, так, чтобы у нас в заготовке ничего не было. Вот сюда, вот так я даже... Вот, нанесла клей. Клей убираем. И теперь заготовку вот так вверх совмещаем. Низ и закрываем. И вот у нас клей полностью вот здесь на середине вот остался. Вот такое должно получиться. И сейчас покажу вариант обработки верхушки, который годится именно для тонких тканей. Если обычно мы берем верхушку и подклеиваем, то в этом случае мы этого не делаем. Мы так заранее подготавливаем ниточку. У меня это обыкновенная нитка и в несколько рядов. Почему я не беру вот эту крепкую, которая в одном как бы одна ниточка крепкая, она немножко тянется. И поэтому, когда я обворачиваю и все это тяну, ткань растягивается, ниточка растягивается, и все равно остается между ними там какое-то расстояние. Я предпочитаю сложить вот в несколько рядов, и все получается. Теперь я беру заготовку
заготовку. Так, это у меня вот эта лицевая сторона. И прямо вот вплотную к краю, к одному, к другому. И как обычно мы с вами обтягиваем вот с одной стороны. И здесь я просто хватаю вот таким образом. Вот мои все цветы убраны. Так как ткань тонкая, то она очень хорошо ложится. И вплотную вот так крепко затягиваем. И делаем узелок. Так, это я воспользовалась зубами. И завязываем. Есть. Так, сейчас я аккуратненько отрежу ткань, чтобы не повредить цветочки, потому что мне ткань понадобится. Беру ножницы. Цветочки я использую в другом декоре. Вот так аккуратно все лишнее убираем. Так, убираем ткань. Так, что-то зацепилось. Вот. И вы видите, у нас тут есть складочки, но мы эти складочки, они незаметные, но эти складочки все равно я предпочитаю убрать. И вот беру и также обрабатываю вот все это. Все очень хорошо затягивается. У меня просто здесь мало ткани. Я не хотела повреждать цветочки. Вот. Ну вот вы видите, как все затягивается просто вот идеально. Да, придерживаем, если вы не делаете это первый раз, придерживаем пальчиком, иначе у вас как бы все куда-то разлетится. И все это дело вот так вот обрабатываем. Вот видите, все эти складочки, все вот уходит. И посмотрите, остается вообще там практически ничего не видно. Вот таким образом. И все обрабатываем. Сейчас, когда мы обработали, делаем еще один оборот и завязываем. Это чтобы уже еще сильнее все у нас там держалось. Теперь ниточку можно отрезать. Что мы делаем дальше? Так как ткань тонкая и поджигать ее, обрабатывать зажигалкой мы будем, но чуть позже. Что мы делаем дальше? Когда мы все это обработали, еще раз все проверяем, все ли нас устраивает. В это время включаем пистолет горячий, отодвигаем вот тут все, что можно, и наносим клей. Наносим клей и все обратно пододвигаем. Теперь тут наносим клей и обратно все пододвигаем. И так обрабатываем все вот эти стороны. Клей очень хорошо просачивается через фатин и все подклеивается. Когда у нас все подклеено, мы берем ножницы и, конечно, все подрезаем. Здесь можно смело резать теперь, когда у нас уже там клей. Но, конечно, соблюдаем аккуратность, чтобы не зацепить ни вешалку, ни что-то лишнее. И вот так по минимуму убираем все лишнее. Вот таким образом. И как вы уже догадались, всю вот эту некрасоту мы спрячем под колпачком. Так, аккуратненько. Теперь берем зажигалку и вот так аккуратненько проходимся по всей макушке. Немножко вот так раздвигаем колпачок. Это чтобы весь клей, который мы нанесем, чтобы он затем ушел вот просто под колпачок. Затем мы его немножко присоберем назад. Я беру клей и вот так все обмазываю.
Натягиваю вешалку пальчиком и все вот так опускаю. И даю закрепиться. И пока у нас клей еще свежий, берем вот так пинцетом и все зажимаем со всех сторон, чтобы у нас колпачок полностью зажался. Вот. И вы посмотрите, как все аккуратно у нас получилось. Теперь я беру ленту, это у меня 3 миллиметра, не 5 миллиметров, не 6, которую я обычно использую, а именно 3 миллиметра. Если взять чуть больше, то она будет смотреться грубовато. Поэтому взяла 3 миллиметра, наношу клей и подклеиваю вот где у нас был, где мы склеивали заготовку. Придерживаю пальчиками и сразу отмеряю, сколько мне нужно ленты. И даю закрепиться. Для удобства устанавливаю заготовку, ну, чтобы было удобно наносить клей. И наношу клей уже на ленту, вот так уже побольше. Я имею в виду не 2 сантиметра, а вот вы видите, уже тут я беру сантиметров 10. Придерживаю и по шву вот так подклеиваю. Вот что получается. Теперь, если у вас такой же дизайн, как у меня, крест-накрест, то берем снова ленту, наношу клей и подклеиваю под 90 градусов от лент. Придерживаю пальчиком и сразу вот так вот провожу, как бы, и смотрю, чтобы у меня лента ровно расположилась. И закалываю иголочками, чтобы при подклеивании я уже не ошиблась. Здесь надо работать очень аккуратно, так как ткань такая нежная, и чтобы мы случайно ее не повредили. Подрезаю лишнее. Проверяю, все ли у меня ровно. Если ровно, беру иголочки и закалываю. Снова устанавливаю заготовку, беру клей и продолжаю работу. И подклеиваю между иголочками. И продолжаю. И теперь мне надо обработать верхушку. Если обычно я сразу вырезаю 3 полоски и приклеиваю, то в данном случае не получится. Так как мы подклеиваем вот эту заготовку сверху, то снизу у нас получается чуть больше цепочки, а сверху чуть меньше. Поэтому будем подклеивать по одному ряду. Измеряем нижний ряд у нас. Так вот, я измерила и подрезаю. Это у меня цепочка 2,5 миллиметра. Теперь беру клей и наношу на нижнюю часть. Вот таким образом. Не на весь колпачок, а именно только на нижнюю часть. Теперь беру цепочку и укладываю на клей. Конечно же, края зажимаем, чтобы все у нас подклеилось. И даем немного закрепиться. Теперь я снова наношу клей. Наношу и на колпачок, и на цепочку нижнего ряда. Беру снова цепочку, укладываю на клей. Она подклеивается и к колпачку, и к нижнему ряду одновременно. Измеряю, сколько цепочки мне надо.
Так, лишнее отрезаю. Здесь лучше взять на одно звено больше, если вдруг вы там сомневаетесь, чем меньше, потому что всегда можно зажать. Так, первый ряд совмещаем и все вот так пододвигаем. И, конечно, регулируем по высоте. Снова беру клей. Здесь у меня 2,5 мм, напоминаю, потому что последний ряд я буду делать цепочкой 2 мм. Третий ряд. Так, отрезаю, наношу клей и все совмещаю. И вот так пальчиком вот выравниваю, чтобы у меня здесь еще оставалось расстояние для следующей цепочки. Даю немного закрепиться, совсем чуть-чуть, и продолжу работу. И по мере высыхания, конечно, мы все вот так корректируем, чтобы у нас все везде было ровно. И теперь я беру цепочку, у меня 2 мм, потому что здесь, если я подклею 4 мм, она будет торчать. Здесь остается чуть-чуть места, и поэтому именно 2 мм туда идеально подходит. И также наношу клей и на заготовочку вот железную, и на цепочку нижнего ряда. Вот таким образом. Беру цепочку и укладываю. Сейчас уложу вот на ряд. И как бы верхний ряд у нас получается чуть меньше. И он как бы обволакивает вот эту верхушку. Не знаю, правильно слово по-русски сказала, неправильно. Ну вот. У нас должен получиться такой плавный переход. И вот у нас, видите, получается все очень ровно и красиво. Все, конечно, прижимаем со всех сторон и даем закрепиться. И что мы делаем дальше? Вот у меня тут уже приклеены цепочки. Ой, извините, задернула камеру. У меня это 2 миллиметра я буду использовать. И обычно или 2 рулона использую, или вот беру, например, вот отрезок какой-то. Вот этот край я не подрезаю, а вот этот в 2 конца я как бы склеиваю их между собой. Или можно взять, я говорю, 2 рулона. Наношу клей и на своей картонке, это от упаковки игрушек, вот так склеиваю. Чтобы она не дергалась, я ее приклеила на двухсторонний скотч. И вот так 2 цепочки вместе подклеиваю. Теперь беру шар и подклеивать первую цепочку буду на ленту, которая внизу, не наверху, а именно внизу. Наношу клей, наношу на всю ленту, но при этом надо очень аккуратно, чтобы не попасть на фатин. Беру склеенную цепочку и прикладываю. Оставляю 1 миллиметр и затем пододвигаю. И даю закрепиться. И что мы делаем дальше? Так, салфеточка всегда под рукой, потому что надо постоянно носик вытирать. И вот наношу клей на всю ленту, как я уже говорила, потому что здесь 3 миллиметра, а цепочка у нас получается, ну, примерно столько же, 4 миллиметра, так скажем. Но нам надо подклеить все. Вот я даже распределяю клей, вы видите. Так, сразу убираю. И вот так. Следующую цепочку все же оставляю там чуть-чуть расстояние и теперь пододвигаю. Вот вы видите, цепочка полностью покрывает ленту и даже чуть-чуть выходит за край, ее практически ленту не видно. Так, теперь снова отодвигаю, придерживаю, чтобы случайно клей не испачкал. Вот так беру снова пальчиком, протираю носик и снова наношу клей. Клей вот я размазываю, но при этом надо, чтобы клея было много.
Так, убираю снова. Накладываю. Здесь немного сложнее работать, так как ленты мало. Если на 5 миллиметров мы укладываем, у нас там еще остается расстояние, то здесь его практически вообще нету. Но надо работать так, чтобы все у нас, вот видите, как красиво все получается. Снова придерживаю. Пальцами не хватаем. Вот я держу вот здесь низ и придерживаю здесь цепочку. Вот так снова носик. Так, вот там что-то зацепилось. Сейчас, все. Вытираем носик и снова вот. Наношу клей. И даже тут уже несколько секунд я даю как бы закрепиться клею. И вот так. Чем тоньше цепочка, тем сложнее с ней работать. Так, пальчиками все подвинули. Снова перехватываем. Берем ножницы, которые у вас для цепочки. Лишнее подрезаем. Отодвигаем. Здесь придерживаем все, чтобы нам клей не испачкал, иначе вы уже не почистите здесь. Потому что ткань тонкая, если еще ее там чем-то дергать, то обязательно она порвется. Нанесла клей, вот у меня прямо горочка там такая, но так и должно быть. Здесь я уже помогу пинцетом себе. Одну сторону, вторую укладываю. И вот так вот. Все, здесь поворачиваем, все вот так совмещаем. И пододвигаем вплотную. И, конечно, даем закрепиться. Вот посмотрите, как нежно получается. Теперь я снова беру вот все свои вот эти отрезочки и вот так складываю вдвое, чтобы все вот эти концы их вместе приклеить. Вот у меня все подготовлено. И я сразу наношу вот так. Раз, два, три, четыре. Это очень ускоряет работу. Именно когда вот так все быстренько, не надо каждый раз ждать. Пока я работаю, у меня тут уже подклеивается. Тоже вопрос задают, как я все успеваю. Но если честно, я ничего не успеваю. Конечно, я успеваю много сделать, но из того, что я планирую в 10 раз больше каждый день, я, конечно, не успеваю. Приходится и что-то по дому делать. Конечно, всех своих надо накормить, напоить, так скажем, хотя они самостоятельные. Но в любом случае дом прибрать, все украсить, со всеми пообщаться. Вот, и даю закрепиться. Вы уже заметили, что у меня тут вместо одного шара уже сразу 4 появилось. Так, сразу все переворачиваю, беру клей и так, на один, на другой, на третий. Так, четвертый вам не видно, не буду тогда его это трогать. И сразу беру свои ленты стразовые и подклеиваю. Вот так вплотную. Обязательно именно так, что-то у меня отодвинулось, именно снизу, чтобы у нас все было ровненько внизу. Так, беру следующую. Так, я надеюсь, вам видно там. То я камеру просто поставила, не посмотрела, что там творится. И следующую. И вот так вот у меня двигается работа. И даю закрепиться. И чем удобно вот именно вот отрезки, как бы каждый отрезок отдельно, а не брать несколько бобин. Вот я взяла свою заготовку, и отрезок как бы отдельный, он не мешает другим. Это очень удобно и ускоряет работу. И я не режу на две части, так как в любом случае как бы я его буду использовать, и не будет двух отрезков, а будет там один останется. Но в декоре он все равно потом используется. Вот у меня даже есть где она. Вот коробочка. Здесь у меня куча маленьких вот таких отрезков, которые я затем использую в других работах. Поэтому у меня такое безотходное производство. Теперь снова я нанесла клей. Даю закрепиться чуть-чуть. И вот так все подклеиваю. Так, что у меня там зацепилось? Вот. И
в принципе, продолжаем точно так же все подклеивать, как мы и делали. Но очень вдвойне аккуратно, так скажем. Нанесла клей. 2 секунды. И укладываем цепочку. Придерживаю, вот так вот выравниваю. Смотрю, сколько цепочки мне нужно. Так, вот так на весу очень хорошо видно всегда. И теперь подклеиваю. Вот здесь тоже наносим клей, чтобы все края у нас были между собой склеены. Поворачиваю и вот так аккуратно все поправляю. Вот. И продолжаем работу, обрабатываем также вот эту вторую часть. И, конечно, все заготовки, с которыми вы работаете. Для бантиков я буду использовать ленту 1,5 см и использовать шаблон 8 сантиметров. И мне часто задают вопрос, как я определяю, каким шаблоном пользоваться. Примерно шаблон должен быть чуть больше, чем диаметр шара. Если это у меня 7 сантиметров, значит я беру 8 сантиметров. Но, конечно, многое зависит также и от ширины ленты. Если вы берете 15 миллиметров, 25 миллиметров, 30 миллиметров, то эта формула как бы работает. Если вы берете 50 сантиметров, миллиметров ленту, извините, это 5 сантиметров, то вот на этом шаблоне он просто будет казаться маленький, сжатый и не совсем красивый. Поэтому это тоже надо учитывать. Я беру шаблон и, как всегда, использую канцелярские скрепочки. Вот таким образом я складываю. Сейчас в своих видео я стала показывать очень много от и до, как я делаю, потому что много вопросов появляются. И вот вы видите, здесь я делаю, чтобы у меня было расстояние. Для чего? Для того, чтобы у меня вот эти края бантика смотрели вниз. Я вижу, что многие делают, и у них эти края смотрят в бок. Ну, надо их как-то немного придать им как бы направление. Вот именно вот так я придаю им направление. И если надо, я потом немножко их подклеиваю. Но если изначально не делать этого и просто их подклеивать, то будет смотреться как-то, ну, не совсем удачно, так скажем. Вот, я просто прошиваю ленту. Теперь затягиваю пальчиками, вот так прижимаю и пару раз вот так обворачиваю. И, конечно, закрепляю нитку. Делаю узелок и затягиваю. И, конечно, бантики надо серединку обвернуть. Я использую ленту 5 миллиметров. Немного клея спереди, совсем чуть-чуть, чтобы клей у нас случайно не выполз. Все выравниваем, обрезаем лишнее и подклеиваем. Теперь берем бантик. Помним, что у нас вот вешалочка должна соответствовать одной из сторон. Не вот так, как бы, чтобы, а именно, вот видите, петелька красиво лежит. И подклеиваем бантик. Я наношу клей. И сверху вниз вот так бантик подклеиваю. И даю закрепиться. Я уже много раз показывала, как прогибать филигрань. Вот так подставляем пальчик с этой стороны, вот этот пальчик, и делаем вот такую вот волну. Обращаем внимание на кончик, чтобы он был у нас вплотную, прилегал к заготовке. Можно даже сделать, чтобы вот так чуть-чуть даже пружинило. И вот должно все идеально у нас вот так подходить. Я все выравниваю, вот так придерживаю и пришиваю. Прячу узелок под низ. Конечно, надо аккуратно, так как у нас все просвечивается, у нас должно все быть аккуратно. Просовываю через филигрань и несколько раз вот так вот туда-сюда я пришиваю
Сначала верхнюю часть, а затем нижнюю часть. Смотрим, чтобы нигде ничего не зацепить, иначе у нас все будет некрасиво смотреться. Так, вот верхняя часть, видите, пришита. Если смотреть с той стороны, все у меня там ровненько. Делаю узелок. Если бы это была другая ткань, я бы перешла просто вниз, как бы перетянула ниточку, но помним, что у нас все просвечивается. Верхняя часть у меня пришита. Делаю узелок и также пришиваю нижнюю часть. Вот, еще раз смотрим, чтобы у нас все было ровно. Прижимаем, и теперь нам надо закрепить вот здесь. Так, также я прячу узелок и пытаюсь вот просунуть сюда иголочку. Вот она. Снова протаскиваю через филигрань и вот так 2-3 стежка делаю, чтобы закрепить. И затем нанесу немного клея под филигрань, чтобы ее закрепить тоже. Поэтому я филигрань всегда и пришиваю, и приклеиваю. Так, вот сюда и делаем узелок. Вот как раз у меня ниточка заканчивается, мне только на узелок и хватит. Так, и обратно. Все. И у нас филигрань пришита. Мои заготовки подготовлены, и я подготовила стразы. И сейчас быстренько пройдемся по размерам. Большой страз у меня идет 18 миллиметров на 9. Вот такой. Средние стразы у меня идут вот размеры 7 на 15. И вот эти маленькие, такие каплевидные, размер идет 6 на 10. И начало работы наношу клей на середину. Здесь у меня уже нанесено. Сейчас второй слой. И даю немного закрепиться. Обязательно. Если мы сразу приклеим страз, то клей, он слишком жидкий, и страз у нас будет падать по сторонам. Вот, теперь вы видите, все ровненько у нас стоит. Стразы у меня неровные. Наношу клей также на боковинки и подклеиваю вот эти стразы. Очень люблю работать, когда сразу несколько шаров одинаковых. Так и работа идет быстрее, и не надо к каждому шару подбирать отдельно стразы. Сразу переворачиваю их и подклеиваю со второй стороны. И продолжаю работу. И затем сразу наношу клей вот рядом с боковиночками и подклеиваю такие же стразы. Они как раз очень хорошо садятся на филигрань. Чуть-чуть еще клею. Вот, и все пододвигаю, чтобы все у меня лежало вплотную. Теперь сверху беру следующий большой страз, подклеиваю, вот сюда наношу. Также очень хорошо садится на филигрань. Вот таким образом. И еще 2 таких страза я подклею по краям. Вот сюда. С одной стороны и с другой стороны. И, конечно, пока тут все не застыло, все пододвигаем, все края страз. Вот. И оставляем сохнуть, затем приступим к нижней части.
Для удобства я вот так повернула шар. И теперь наношу клей на нижнюю часть. Здесь у меня будет еще одна стразина приклеена. Вот совмещаю, чтобы все было в одной линии. И вот сюда наношу клей. Конечно, потом, когда все у нас подсохнет, надо будет немножко пальчиком так поковырять, чтобы посмотреть, все ли у нас приклеилось. Если нет, то, конечно, добавить клея и все приклеить. Поворачиваю и смотрю, чтобы у меня все было ровно. Вот все так ровненько получилось, и отправляю подсыхать. Мне остается подрезать бантики и, конечно, обработать их огнем. И вот такие воздушные елочные игрушки у меня получились. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.